Вот та станция метро, про которую я говорил. Кстати, когда мы здесь были, возле нее молодежь устраивали танцы, просто врубали колонку и весело так плясали. Нам, кстати, очень понравилось это мероприятие. Сейчас не вижу ничего подобного. Движение. Вот там недалеко парламент Республики Грузия. Кстати, как туда на ту сторону перейти, я пока не придумал. Ну, пойду по этой стороне, что ли. Или изловчусь, таки перейду, наверное, все-таки. Вот здесь какой-то парк, но он был тогда закрыт, и сейчас закрыт этот парк. А мы жили туда вот дальше, по этому бульвару. Нет, даже не бульвар, какая-то центральная оживленная такая улица. Как там? Шатар-Руставели. Вот центральная улица, выделена полоса для автобусов. Вот там подписано БАС. 397 мимо нас проносится, полоса автобусная. Пойду я, наверное, гулять дальше. Кстати, по этой стороне дома стоят тут чисто сталинский ампир. Вот таких очень много домов стоит в Москве. На Тверской, например, таких много домов. Вот прям очень похоже. Такой основательный первый этаж под разные, так сказать, магазины и так далее. Вверху жилые этажи. Тоже балконы такие очень своеобразные, необычные. Ну, здесь достаточно, кстати, места и для машин, и для пешеходов. И по этой стороне нету ресторанчиков никаких. А если ресторанчики были бы, то здесь стояли бы столики, было бы еще. Здесь таких очень много мест для отдыха. А вот там наверху жалюзи стоят на балконе. И на окнах, и на балконе тоже такая решетчатая. Ну, это правильно называешь жалюзи, да. От солнца, возможно, что немножко от грязи спасает. Проезжая часть все-таки. Слышите, как шумит. Едет безостановочно. Кстати, в торговом центре, просто проходя по коридору, реклама Мадам Коко многократно. Я перешел на эту сторону, я там сейчас гулял, показывал это здание в сталинском ампире. Я перешел к галерее Тбилиси и иду дальше. Кстати, в этом магазине в дальнем нижнем углу находится место, которое нужно всем. Туалет. Рядом метро. Тут прям много народу гуляет, даже больше, чем возле Нарикала, где я вчера загуливал вечером. Вот это музыкальная школа какая-то, я не знаю, она там республиканская или какая-нибудь еще. Сейчас здесь гуляли, здесь дети пели. На улице танцевали, а где-то еще было слышно, как они пели. А впереди здание парламента Грузии. Вот он, желтое вот это здание. Синий флаг перед ним висит, и грузинский тоже. Там, когда мы приезжали, были эти... Кстати, по той стороне музей, забыл, как он называется, археологический музей. По той стороне. Мы в него не попали в прошлый раз, и в этот раз тоже я не попал. Здесь не знаю, как называется сооружение. Красивое, с орлом. Я забыл, там, по-моему, тоже какой-то музей. А здесь возле парламента были палатки, стояли, митингующие были, когда мы приезжали сюда летом, в начале лета 2019 года. Потом митингующие были и просто летом, когда на обратном пути мы сюда хотели заехать. Короче, это такое место популярное для митингов. Помню, вот в ту сторону, если подниматься, то придешь к фуникулеру, которым можно подняться на мотоцикле. Как-то так шли, помню. Долго и тяжело. Что это такое? Тут написано на той стороне. Такое здание интересное. Необычное. Оформлено так оно. Хотя... О, здесь опять митинг. Это нормально, все работает. Люди, полицейские, люди. Полицейские отдельно, люди отдельно. Люди против чего-то выступают.
Здесь какой-то, кого-то вспоминают. Что-то по-грузински написано на плакатах. Хотя по-английски тоже. Много народу. Но единственное, что палатки убрали. Когда мы были в 2019 году, здесь стояли палатки. Сейчас их нет. Храм на той стороне. Так, что здесь еще по этой стороне? Тут, по-моему, тоже какой-то, забыл, как называется, по-моему, тоже какой-то музей вот рядом с парламентом. Сейчас пойду погляжу. Их больших человека стоят напротив этого соседнего с парламентом здания. Мы читали в карте в прошлый раз, но я уже не помню, как это называется. Народ здесь всякий ходит, и очень много, кстати. А и по этой стороне улицы, кстати, обратите внимание, на той значительно меньше. И там какая-то выставка Манишвили написано. Летает. Вот. Иду в ту сторону гулять дальше. Кстати, интересно оформлен Азербайджан Travel. Вот. Козла, видите, как живого и нарисовано на стене. Повторили, ну вот эти камни стоят под старину. Написано здесь всегда 10, но как-то визуально как будто не работают они. И сейчас вот в глаза бросается. Прохладно, еще не лето, очень мало кафешек на улице. Когда мы были, здесь были сплошное кафе. Вот безостановочное просто кафе. Ты вот шел, вот эти все закутки, все закуточки, это все были кафешечки. Кафешечки, кафещи, рестораниши огромные. То есть было все безостановочное. Вот все мы шли, так вкусно пахло, все шикарно пахло. Шарики такие сейчас стали делать. Видите, много сувенирки продают. Сувенирки очень большое количество. Ручной работы. Какие-то платки, носки, шапочки. Вот ресторанчик есть, но он не работает. Кстати, начались фигурки. Вот такие разные. Небольшие фигурочки. Хотя вот и большой дядька торчит из стены. Что-то еще у него там торчит из стены. А, коленка и ботинки. А здесь вот такая фигурка стоит. Они здесь начинаются, их достаточно много таких фигурок здесь стоит. Сейчас очень модно стали делать во многих городах. Там на какой-то стоит табличка, а здесь просто это, возможно, его самокат. И вот они там возле стеночек, там вон еще, вижу, стоит, вон еще один. Видно, как-то они их тоже, даже какое-то название имеет, такая традиция. В всяком случае, уже во многих городах она есть. Вот он опять стоит. Человечек с какой-то чашечкой. А вон впереди, видите, еще один сидит. А вон дальше стоит, вон еще один сидит. Вот они, эти человечки. Вот он сидит. Вон он стоит, вон еще один сидит. Вот на этой стороне еще сидит человечек, видите? Таких много статуй здесь. Такого небольшого размерчика. Это какой-то с гармошкой или с чем-то, не пойму. У него какая-то... Написано даже в каком году. 2008 год. Ливани Гае. Короче, кто это сделал. Прикольный. Сувенирка. Вот эти национальные, какая-то финифс там, ну наподобие. Как-то они делают ее. Название не буду врать, не помню. Вот эти вот. Как что-то там выжигают, то ли ртутью, то ли что-то такое. Кинжал. Можно как настоящий горец с кинжалом ходить потом. И так далее. Ну, еще человечек. Вот
винил продается, кстати. Мы вчера с соседями разговаривали. Здесь продается винил еще в большом количестве. Я пока не дошел еще до основных продавцов винила. Они чуть дальше там будут, впереди. Опять какое-то здание огроменное. На той стороне вот этого такого сталинского вида. А за ней вот эта башня, я ее вообще не помню. Мне кажется, ее вот как раз наваяли, пока нас тут не было. Как называется там, написано что-то Анкордия, Анкорь. Не знаю точно. А человечек продолжается. Я не снял вам с десяток разных человечков. Вот здесь вот в виде женщины. А, еще есть такие же столбики, на которых они сидят пустые. Видно, кто-то смог их сковернуть и утащить. Где-то здесь мы, по-моему, где-то в какой-то подворотне обменник находились с самым выгодным курсом. Но было сыкотно. Рекомендуем все-таки ходить. Вот через дорогу, кстати, в этом или соседнем здании есть нормальный обменник. Вон там, на углу, кстати, он. Вот. И курс хороший, и цена хорошая. Вот. А здесь вот человечки продолжаются. Он какой-то с красным лицом стоит. Кто-то его подкрасил. На той стороне улицы был обменник, сейчас что-то он закрыт. Рядом с этим вот каким-то памятником, или как назвать, я не знаю. А, вот исполнитель поет песни с микрофоном, как положено. А вот Тбилисские улочки. Много-много-много ступенек вверх. Я дошел до того места, где мы жили. Вот по этой дорожке мы ходили наверх. Какой здесь адрес? 46 написано, что-то Руставели. Мы поднимались здесь наверх, вот по этой улочке. Здесь еще какой-то ресторанчик слева был. Слева, да, грузинская кухня. Вот они, зелененькие какие-то вывески. А вот чуть дальше, вот тут вот просто свалка была книжек, пластинок, картинок, сувениров, всего. Это вот впереди. О, первый автобус синего цвета. Все зеленые до этого были. Кстати, здесь все пусто. Здесь только было сувенирки и все, что я сказал, осталось буквально копейки. Слезы, как говорят. Расписано так и было, все столбы вот эти, я так и помню. Академия наук, кстати, написано. Была на дверях, которые были вот до всего этого. Но здесь все было в сувенирке. Просто все ступеньки в сувенирке, все вот эти пешеходные переходы были в сувенирке полностью засыпаны. Вот самая малость здесь осталась. Наверное, склад, наверное. Картинки продают. Ну, будем делать скидку на нетуристический сезон. Да, вот какие-то рукописные картины здесь грузинских авторов. Какие-то здесь заколки или что это такое грузинское. А здесь, видимо, предлагают нарисовать тебя. Ладно, я на очередную площадь пришел. Кстати, мы дальше ее никуда не заходили. Сейчас посмотрю в картах, есть ли тут что-нибудь интересное. Пойду прогуляюсь. А может быть, пойду в сторону реки. Я иду сейчас параллельно реке. Река у меня правее, река Акура. Макдональдс. Вообще. Кстати, мы были в Тбилиси, в Макдональдс мы точно не ходили. Не думаю, что находясь в Грузии, стоит ходить в Макдональдс. Если есть Хинхали Хаус через дорогу от него. Вот. Так, посмотрим навигатор. Антуражно расположен этот Макдональдс. Сзади, видите, это башня Тасминди. Вон там выглядывает этот колесо обозрения. Здесь стоит народный герой. По-моему, это что-то Руставели, кстати. Вот здесь фонтан был, когда мы приходили. Вода била, насколько я помню. Я пойду загуливать дальше. А, вон там на горе стоит велосипед, кстати. Если вот присмотритесь над дорогой, вот сейчас вот эта машина с слепящими фарами уедет,
На горе велосипед. У него руль в обе стороны, 2 сиденья. Вон там он стоит, памятник велосипеду. Это рядом со станцией метро Руставели. Кстати, я ни разу не ездил на метро в Тбилиси. Не знаю, на обратном пути попробую прокатнуться. Надо глянуть хоть какие-то у них, как у них линии расположены, вообще куда-нибудь я доеду на этом метро хоть поближе к своему дому или не доеду. Мне очень интересно, кстати. Пойду посмотрю. Тбилисское метро имеет тоже запуск, что и московское. Если вы там бывали, то вы узнаете его. Никаких карт метрополитена я не нашел. Благодаря поездке на этой дороге, на канатной, у меня есть карточка Metro Money. Я так понимаю, что она в метро тоже действует. Поэтому я на обратном пути, ну, максимум, примерно здесь вот и загляну в это метро и прокачусь куда-нибудь. Но нет расписания, нету карты движения, куда я смогу доехать. А было бы интересно. Какой-то антуражный магазин, сделано в Джорджии. Фестинолики. Модная какая картина. Человек в рыбе. Какой-то тут человек, торчащий из земли. Сам по себе магазин. Тут напротив расположены такие старинные, старые, не очень приятно выглядящие здания, а здесь такое сооружение массивное достаточно. И церковь тоже. Красиво. Очередная площадь и Тарас Шевченко. Вот здесь его вензель во всей красе. Так, площадь Героев, цирк, площадь Свободы, улица Руставели. Там не улица, а авеню. Так, ну я пойду туда к Героям. Оттуда я пришел уже с противоположной стороны. Пойду туда к Героям. Я только разберусь, как туда перейти через дорогу. Кстати, какой-то в Зиуре детский город есть. Вейк-парк в ту сторону. Но я до него не дошел. Ну, в любом случае, я собирался к Героям идти, поэтому пойду здесь налево. А здесь какое-то красивое здание. Оно, кстати, вот мне что-то напоминает. Ну, как это называется, сейчас попробую в навигаторе посмотреть. Красивое такое. Это явно какой-то музей. Вышел я на площадь Героев. Ну, мне тут не нравится. Одни машины, машины сверху, машины снизу, машины сбоку, машины туда, машины сюда. Вот. Я сейчас пойду по дороге туда, вот, в ту сторону. Вот. Как говорится, не в обратную, а немножко по другой дороге, ну, в сторону дома. Чуть-чуть пониже я спустился вот к этому монументу героям. Такая очень загруженная площадь. Вот. Вокруг нее такого, что прям интересного для пешехода вообще ничего не нашел я. Вот. Но я уж пришел, пойду дальше, теперь обратную дорогу искать в сторону дома. Навигатор сказал, что иди сюда. Иду туда.